Я была замужем, 3 деток. В Кембридже купили таунхаус трехэтажный Ты оформляешь ипотеку на на себя, а себя. он платит. Что пошло не так? Это были неоднократные просрочки. Я обратилась в банк, попросила подождать немножко, то есть мне в чем не было отказано. Займи где-нибудь, занять мне негде. Кембридж — это какое-то такое заклинательное слово. Это жилье нужно продать и вопросы закрыть. Привет, это подкаст «Ракчеева решает». Сегодняшняя история интересна с двух точек зрения. Первый — с человеческой точки зрения, и второй — с точки зрения риэлтора. Сегодня в гостях у меня Людмила, которая расскажет свою историю. И, Людмила, огромное тебе спасибо, что ты нашла время ко мне сегодня заглянуть. С чего все началось? Я была замужем, все было хорошо, прекрасно. У нас был общий бизнес, 3 деток. Вот. И на каком-то моменте муж нашел более молодую, влюбился в девушку, женщину. И так получилось, что не делить общий бизнес. Мы договорились, чтобы он мог зарабатывать на этом бизнесе дальше, чтобы приобрести жилье для оформить на меня. То есть таким образом мы как бы и поделим этот бизнес, То есть получается. получается таким образом, что ты отказалась от части бизнеса Мгм. взамен на квартиру, ну, на какое-то Да, да, жилье. на жилье, на квартиру, да, на постоянную. В ипотеку, естественно, которую он будет оплачивать, оформлена она на меня, но А он будет. почему в ипотеку? То есть получается, что часть бизнеса ты отдала. То есть этот бизнес нужно было дальше раскручивать, докручивать. Да, его нужно было докрутить, доработать, и с него ежемесячно, постоянно, то есть, М. который можно будет спокойно оплачивать, вытаскивать то есть, средства на оплату этой ипотеки. И вы на этом договорились о том, что он берет ипотеку, ну, вернее, ты оформляешь ипотеку на На себя, а себя, он платит. а он платит, оплачивает, Так, да. что купили? Мы договорились, я оформили на меня, то есть в Кембридже купили таунхаус трехэтажный. Все было круто, классно. Вот, мы с детьми туда переехали, жили, ну, все было хорошо. Что пошло не так? Что пошло не так? Начались, с его стороны просрочки по платежам, после чего это были неоднократные просрочки, после чего я получила письмо от банка о полном погашении всей суммы. А какой платеж в месяц был? 96 с чем-то, Ну, 100 то есть под тысяч. 100 тысяч Под 100 рублей. тысяч, Ну, да. да. Мгм. Так, с банком попыталась решить вопросы? Да, я обратилась в банк, попросила подождать немножко, то есть, мне в чем не было отказано, и мне дали трехдневный срок на погашение всей суммы. Сумма была. Трехдневный, то есть у тебя письмо уже было большое, ну, то есть уже задолго, потому что обычно они дают месяц на погашение. Нет, там порядка уже полмиллиона было, 500 тысяч, которые, естественно, ну, у меня не было, чтобы это погасить. Мгм. На мои вопросы мой бывший муж ответил, что займи где-нибудь, занять мне негде. Так получилось, что мне некуда было просто деться, была бы безысходная ситуация. Вот. Далее, через каких-то знакомых я выхожу на тебя, Наталья, чему я безмерно рада, это правда. Это, это просто, не знаю, для меня счастье какое-то, потому что м, я даже не поверила, что так легко и свободно можно решить этот вопрос, даже не переживая. Я была как за каменной стеной. Я почувствовала это вот прям состояние, что все, я в нужных руках увидела. Но, Да, Людмил, поясню. да. Ты сказала о том, что купили недвижимость в Кембридже. Кембридж для меня это, знаешь, это такое как слово магия, потому что я много лет хотела купить себе там таунхаус. И я делала несколько попыток на Мгм. покупку, и как-то у меня что-то не складывалось. То ли смелости не хватало, там решимости, может быть, в какой-то момент денег не Мгм. хватало. Но у меня все время это где-то сидело на подкорке. И каждый раз, когда я туда приезжала, потому что у меня много клиентов и знакомых живут в этом поселке и в окружении, и для меня это было, знаешь, там как
Кембридж — это какое-то такое заклинательное слово. Я такой теряла, не знаю, рассудок вот перед этим. И когда ты сказала о том, что, Наталья, вот у меня есть такая проблема, и мне нужно реализовать и что-то сделать с моей недвижимостью в Кембридже, но я даже не думала. Ну, ты помнишь, мы с тобой сразу встретились у нас в Мгм. офисе и, собственно, порешали все вопросы. Надо сказать следующее, что я также была спокойна в отношении тебя, потому что я не чувствовала какой-то такой тревоги, то есть я чувствовала ответственность, да, вот принятое тобой решение о том, что там это жилье нужно продать и вопросы закрыть. И мне было на самом деле очень приятно с тобой работать, потому что, Спасибо. ну, твое доверие, да, возможность мне вести спокойно вот этот процесс, это, ну, как бы дорогого стоит. Поэтому огромное тебе Я спасибо. полностью доверилась, полностью как в нужных руках себя почувствовала, в хороших, надежных, нужных руках. Да, ну, я Это поясню правда. о том, что мы закрыли просрочку, Мгм. и на период продажи мы гасили текущие платежи. Да, да, Вот. как груз с Но мы плеч. достаточно быстро, да, нашли покупателя. Там сейчас не помню Да, за какое-то там количество месяцев, может быть, там, не знаю, 3-4 месяца, сейчас не помню. да, быстро, быстро все. Да, вот. И мы, конечно, это порешали. Но мы продали твой таунхаус, и я купила себе там свой таунхаус. Ура! Да, Кстати, не вот. знала, да. То есть вот, по сути, твой таунхаус, мои, кстати, подписчики знают, я выкладывала несколько видео, и Мгм. он у меня был под кодовым названием "Черешня", потому что вот, рядом с твоим, под окнами твоего таунхауса, росло роскошное дерево вот с такой вот черешней. Я даже не подразумевала, что такая ягода может вызревать у нас здесь, в Подмосковье. Да, крупная, хорошая, сладкая, сочная узбекская черешня. Узбекская, да, да. Я Да-да-да. я, если честно, только такую черешню видела у нас на рынках. Вот. Мгм. Расскажи, кто это дерево посадил? Нет, это дерево было посажено уже, когда мы приобрели. Оно было молодое, но давало уже плоды. Ну, Мгм. уже я тоже этого не знала, пока оно не дало плоды. Оно мало того, что вымахало до второго этажа, и Да, можно она было сорвать большое. как на первом, так на втором этаже. Да-да-да-да, я помню, с балкона тоже срывала Шикарно. ягоды. Да, очень ну, красиво, вкусно. И даже соседи всегда спрашивали, говорят, нам неудобно, а можно мы угостим? Я говорю, конечно, конечно. Мгм. Конечно, конечно, угощайтесь. Вот. Мгм. Но мы, продали этот таунхаус. Да. Да. Скажи, пожалуйста, какие у тебя были ощущения после того, когда мы закрыли этот кейс и когда с тебя снялся вот этот груз, как бы, ну, даже, ну, ответственности, ну, обязательств, вот этот груз обязательств? Ну, он наступил, Наталья, на самом деле, на самом раннем этапе, как только мы с банком порешали, я успокоилась. А дальше просто вопрос, я знала, что просто, ну, все очень быстро и легко, тем более, когда покупатель уже был найден, когда уже прошли все процессы, все, это чувство благодарности, облегченности, это ничего не сказать, правда. Я до сих пор каждый раз вспоминаю, думаю, Господи, как хорошо, что я нашла тебя, и у меня получилось это сделать. Ну, правда, это для меня казалось это чем-то сложным, непонятным. Ну, Да. конечно, когда банк выставляет уже требования по закрытию кредита, там нужно действовать, ну, как бы без проволочек. Мгм. Вот нам удалось, то есть погасить, договориться соответственно, с банком о том, что мы гасим и как бы реализуем этот объект. Вот. Мгм. Ну, у нас это получилось. Да, получилось. Вот. К сожалению, вот не все заемщики такие как бы столь ответственные. Очень часто бывают такие случаи, когда тянут до последнего, а что нам сделает банк, а мы ничего сделать не можем, мы вот сидим и ждем, как это, Манна да, небесная. манна небесная. Она может наступить, может не наступить. Мгм. Ну, Людмила, я очень рада, что я смогла тебе помочь. Спасибо, правда, Наталья. Я все время вспоминаю прям с теплым чувством внутри в сердце. И говорю, как хорошо, что у меня есть ты. Спасибо огромное. А я очень благодарна, что вот в нужный ответный момент, мне, прилетел этот кейс твой, потому что я ведь успела купить, себе этот таунхаус, в ипотеку по господдержке. Вау, Вот, да, супер класс. 7,7%. Я даже знаю, что у тебя, ставка по ипотеке была гораздо выше. Повыше. Да, Мгм. была, ну,
выше, но, соответственно, не такая ставка. Поэтому, ну, кто знает, если бы не приди ты ко мне со своим кейсом, я бы, наверное, так еще сидела бы там годами и думала, а нужен ли мне таунхаус в Кембридже или не нужен. Вот. Поэтому звезды сошлись. Да, Очень рада о том, что я могла тебе помочь разрешить твой квартирный вопрос. вспомнила эту руку помощи. Прям я бы так сказала. Правда, и спокойствие, что я всегда буду рекомендовать ее, Наталья, потому что я видела, как вы работаете с командой очень быстро, слаженно, четко, в том числе с бумагами. Мне очень понравилось. Юридически все оформлено правильно, все хорошо, быстро, четко. Я была как за каменной стеной. Спасибо огромное. А с вами была я, Наталья Ракчеева, и подкаст «Ракчеева решает». Подписывайтесь на меня и будьте со мной на связи.